Друзья, всем привет! Пришел мне вот такой приборчик, сегодня о нем поговорим. Это у нас Макар, модель Макар, так и будем его называть, да. Модель это у нас, где у нас тут написано? Где-то здесь было написано, вот оно. Это наш GS, точнее JS502, вместе с пауэрбанком на 18 тысяч мА, то есть это и зарядник, и прикуриватель для автомобиля Jump Starter, так его называют, и диагностический компьютер 3 в одном. Ну, плюс еще там фонарик есть, ну, как бы такая функция, ну, может кому-то пригодится. Давайте сделаем распаковочку. Приходит это все вот в таком виде. Инструкция. Инструкция, сейчас посмотрим, есть ли... Так, английский, русский и еще раз английский. Здесь у нас вот так это все. Здесь у нас крокодилы с разъемом для прикуривания, силикагель. Сам прибор выглядит вот так, достаточно увесистый, потому что там как бы 18 тысяч батарея стоит. Кабель для обновления программного обеспечения. Вот здесь вот у нас есть отверстие для этого. Сверху у нас отверстие зарядка, USB, Type-C, вход и фонарик. Ну и, собственно, сам разъем для подключения крокодилов, чтобы запитать наш автомобиль. Собственно, все. Сам провод, ОБД, подключение к бортовой сети. Кнопки, и здесь кнопка включения, можно посмотреть заряд батареи, ну и включить фонарик. Кстати, фонарик, удерживаем долго кнопку, фонарик достаточно мощный. И тут два режима, вот режим SOS и режим стробоскопа. Также в комплект входит Type-C кабель, ну и еще силикагель, собственно, все. Приборчик достаточно унифицированный, китайцы могут сделать что-то, чтобы все в одном было, да, и все это лежало как бы в багажнике на все случаи жизни. Если сел аккумулятор, прикурим, если вышла какая-то ошибка, тоже посмотрим, скинем ошибки, ну и, собственно, и фонарик. В общем, в принципе, вот ценник напишу и ссылочки на этот прибор в описании. Сейчас мы пойдем в автомобиль, проверим, насколько полезна эта штука. Продиагностируем два автомобиля, Lexus и Porsche, собственно. Погнали. Так, ну что, давайте подключим к автомобилю. Посмотрим. Сначала это будет Lexus. Подключаем. Даже заведем. Небольшой экранчик, менюшка. И, собственно, начнем с диагностики. Так, тут у нас не сенсорный экран. Управление с кнопок. Сейчас он сканирует протоколы. Протокол у нас ISO 9141, либо ISO 142.30/4. Вот он что-то нашел. Чтение кодов. Кодов неисправности нет, но у меня чека не горит. Что тут можно еще сделать? Стереть коды. Сервисные, получается, интервалы можно сбросить этим компьютером. Но в Lexus тоже такого нету. Потоковые данные можно считать, то есть лямбды как работают, там воздух и так далее, и так далее. Стоп-кадр сделать, тест O2, то есть это тест лямбда зондов. Также что тут, бортовая диагностика и система EVAP. И еще информация об автомобиле. Ну, то есть такой достаточно простой сканер, в принципе, но с дополнительными функциями. Потому что в некоторых сканерах нету интервала обслуживания сброса. Вот. И мы тут, получается, получаем в одном
устройстве и сканер ошибок, и джамп-стартер, то есть завести автомобиль можно будет, если аккумулятор сел. Ну и фонарик, прям необходимая функция. Ну и плюс повербанк для зарядки каких-то устройств. Как бы батарея здесь такая достаточно весомая, 18 тысяч ампер. Вот. Ну давайте на Lexus проверим сейчас на Porsche Cayenne. Там есть ошибки, как раз посмотрим, считает он их и какие ошибки. Так, переместились в борща. Сейчас будем проверять его. Включить зажигание. Ошибка здесь есть, чек горит. Диагностика. Сейчас посмотрим, по какому протоколу у нас работает борщ. Борщ работает по протоколу ISO 14230. Так. Смотрим. Музыку выключим. Чтение кодов. Ну, пожалуйста. EQ1, EQ2. Что бы это ни значило, выберем первый. Тут нет кодов, неисправности. По второму есть. Так, ошибка P0841. Датчик А, давление в гидросистеме коробки передач, сбой в электрической сети. Это ошибка у нас, я знаю почему. Надо долить масло в коробку. Вторая ошибка также должна быть дополнительно. Да, по датчику Б. Ну, это мы завтра займемся. Долить масло нужно будет заодно и в раздатке поменять. И еще, ну и вот, собственно, две только ошибки по нему, по коробочке. И то это не ошибки, а потому что уровня масла нету. Так. Стираем ошибки. Окей. Окей. Все, ошибок нет. В принципе, вот в таком исполнении, я думаю, у каждого должен быть такой прибор. Я за универсальность лично, чтобы не было, потому что у меня отдельно был, точнее, у меня уже их куча вот этих вот сканеров, всякие разные, которые я только не пробовал, и маленькие карманные, и большие, и профессиональные. Но для бытового использования можно купить, приобрести недорогой себе вот такой сканер с возможностью джамп-старта, то есть если вдруг там у вас где-то аккумулятор, ну фары забыли выключить, бывает всякое. Подключили клеймы, быстренько завели, все, уехали домой. Ну и плюс в багажнике он лежит, как бы много всяких устройств не валяется, все в одном устройстве, универсально, доступно, и возьмите, не пожалеете, реально. Тем более стоимость на AliExpress его около, ну, $99, $100, 40 тысяч тенге всего он стоит, этот прибор. По сути, это не так дорого для такого прибора. Ну и как обычно, все ссылочки в описании оставлю. Если понравилось, заходите, заказывайте. Товар пришел очень быстро мне. Сейчас, тем более, с AliExpress запустили поезд там с Китая в Казахстан. Ну и в Россию как бы проблем нету заказать. Вот, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.